Возможно, вы случайно видели их у себя в рекомендациях Ютуба, или может быть кто-то из ваших знакомых незначай их упоминал. А может вы на самом деле просто любитель эстетики клоунов и абсолютно случайно нашли совсем не то, что искали. Любите и жалуйте. Клаункор. Дуэт из безымянных барабанщика и саксофониста, лишь условно зовущихся левый и правый. Помимо заявленных саксофона и барабанов, также они играют на синтезаторах, изредка на электронной гитаре, а в особенных случаях даже собственным кожаным Биг Беном. И со всем этим комплектом они играют... музыку. Да, определенную музыку, причем, что неудивительно, экспериментальную. Ввиду обилия замудренных приемов, неимоверной дрочь на музыкальную теорию и смешения джаза, маткор и всевозможной кислоты, которая у них могла быть, присудить их музыке какой-то конкретный жанр будет почти что невозможно. Поэтому давайте договоримся. До конца этого видео я буду обозначать жанр их творчества как... музыка. И это все, что про них можно сказать на первый взгляд, потому что эти ребята абсолютно анонимны. О них невозможно накопать ни биографии, ни интервью, ни банально толковых соцсетей. Проще говоря, ноль информации. Максимум, что точно можно о них сказать, так это то, что эти персонажи родом из США, штата Невада. Так что остается довольствоваться только содержимым их YouTube канала и теми релизами, что они успели выпустить. Кстати, а что там с релизами? Начать стоит внезапно логичным образом, с YouTube-канала дуэта, представляющего из себя единственную их соцсеть, на котором 23 ноября 2008 года вышел первый сингл Surreal Serial. Представляет он из себя небольшой трек длиной в 36 секунд, где пацаны впервые демонстрируют свои музыкальные способности. После этого последовало еще 4 видео на канале, а после этого их, видимо, осенило, что таким образом они могут записать целый альбом. Таким образом, свой первый релиз ребята выпустили уже 1 марта, в день пива в Исландии, в 2010 году на Bandcamp'е. Для справки, Bandcamp — это сайт для музыкантов, на котором они могут выкладывать и продавать свою музыку без помощи вебов и прочей шелухи. Альбом, несмотря на абсолютную спонтанность выпуска и отсутствие какой-либо рекламной кампании, со временем привлек первых слушателей и одобрительные отзывы, за которыми последует выпуск альбома на CD и клипы, записанные в каком-то складском помещении. Звук у первого релиза довольно грубый и неотесный, местами даже заходящий на территорию откровенного нойза. Хороший тому пример — это вступительный трек Clown или же чуть позже появляющийся Delmax Sivbek. Но в то же время звучание по-своему юморное и цепляющее. Тот же I ate on a bar and my dick fell off — лютейший бенгер, а под Брэндон Фрейзер не стыдно и разъебаться. Ребята определенно хотели влететь в медиапространство с ноги, как это чуть позже в том же году сделать похожим по духу Death Grips, но при этом остаться в андеграунде и никогда из него не вылезать, что в принципе у них удалось. Если пробовать описать вкратце, то этот альбом представляет из себя тот самый сайт со скримером, ссылку на который вы нашли в своей почте в разделе «Спам». Он пугает, вгоняет в ступор и в то же время веселит, и параллельно остается действительно сильным стартом для карьеры этого сумасбродного дуэта. А потом настала тишина, длиной в 4 года. О клонах не было слышно ничего и нигде, пока 13 августа 2014 года на канале Клаункор не вышло новое видео. Знак вопроса? И на последних секундах скример. Казалось бы, ничего не предвещающее странное видео, лишь немного намекающее на камбэк. После него чуваки точно ничего не выпустят. И так оно и было целых 3 года, пока они не выпустили еще одно видео. Градус.
Да, это просто черный экран с каким-то шумом на фоне. Но это не просто какой-то шум, а секретное послание, которое можно увидеть только прогнав аудиодорожку через спектрограмму. А морзянка в конце видео означает «Мы все еще живы». Месяц спустя выходит еще одно видео, на этот раз называющееся «Ай». На нем мы видим очень шакальную запись какой-то кухни, где в окнах можно очень слабо разглядеть наших клонов в их новом жутком обличии. Чепуховая маска барабанщика сменилась на чуть более сердитую морду, а грим правого превратился в угрожающую пасть с пустыми глазницами. И последнее, наконец, последнее видео из данной серии прелюдий называется «Примерно равно». Здесь у нас знаменитая вырезка из Today Show, секунду внимания уделяя, утренней новостной передачи, дебютировавшей в Америке 1952 года, где один из ведущих программы, Ал Рокер, после того, как соведущая произносит Holy Ghost, замирает и начинает смотреть прямо на зрителя. В душу. Камера приближается к нему. Экран затухает. И мы попадаем на чей-то ночной задний двор. На фоне слышно чье-то дыхание. Атмосфера накаляется. Вот-вот что-то произойдет. И... Клоуны! Я клоун. И после этого, наконец, вся жуть закончилась, и в свет вышел следующий долгожданный альбом Clowncore. Наконец, спустя почти 8 лет ожидания, 3 марта 2018 года наши пизданутые музыканты выпустили свой новый релиз — Toilet. Вы 100% случайно натыкались на один из клипов с этого альбома, а именно либо на Toilet, потому что его в свое время каким-то боком с пару других клипов пропихнули на официальный канал Adult Swim, либо на Hell. Как-никак, самый популярный видос на их канале, и именно из-за него я узнал в свое время про этих мужиков. Звук у ребят заметно улучшился, и при этом все еще сохраняя свою своеобразную сырость и вайбы сделанного на коленке грайнд панк-рока, да и ужасное эхо пропало, видно им очень помогла такая парашная акустика. Те же веселые мотивы стали задорнее, мелодии стали еще более цепляющими, а откровенная долбежка с Дель Макса превратилась в натуральную диарею по расписанию. Ну и, конечно же, юморная составляющая достигла своего апофеоза. Тот же легендарный момент с появлением третьего члена группы тому хороший пример. Проще говоря, абсолютный пруф со времен первого альбома. На нем ребята слепили себе внушительный образ лавкрафтианского морского чудовища, вылезшего на сушу, чтобы потерроризировать уж обычных слушателей. Также стоит не забывать про отдельные самородки альбома, типа Google You're on Deaf или Truth and Life. А потом... опять тишина. Да, уже во второй раз, но долго ждать не пришлось. В 2019 году, 24 сентября, на канале выходит новое видео, прочерк, где... уже по формирующейся традиции творится какая-то странная хуйня. А именно идет запись экрана, на котором в свою очередь играет видео с названием WTF Rehearsal, где мы видим дверь, из-за которой слышно наших давних знакомых, орущих под звуки включенной бензопилы. Или, как это называют, культурные люди музыку записывают.
Наверное, это должно было означать, что скоро они выпустят что-то новое, и спустя 1,5 года на дороге выехал загадочный синий минивэн. Перед выходом альбома на канале вышло видео под названием Infinite Realm of Incomprehensible Suffering. Нежная, даже сладкая мелодия из торгового центра растопила сердца слушателей и случайных прохожих, особенно когда к ней прикоснулись эксперты, обнаружившие в конце видео спектрограмму. Но, возвращаясь на пару секунд назад, я упомянул, что по улицам стал разъезжать загадочный минивэн, из которого доносился шум и крики. Этим минивэном оказался новый альбом клоунов, вышедший 23 сентября 2020 года, Вэн. Этот альбом я предпочитаю обозначать как тот самый, на котором ребята наконец решили показать себя как простых шутливых музыкантов, а не бабайк из детских страшилок на ночь, что хорошо проявляется в том, как обстановка с клаустрофобных складов и туалетов сменилась на синий минивэн Toyota Previa, рассекающий по улицам какого-то американского городка. А в трек-листе наконец появились по-настоящему спокойные и меланхоличные треки типа того же End или Tears of God, который сейчас играет на фоне. Ну и да, не забываем про официального третьего члена группы, диджей-водителя, который на протяжении всех клипов играет роль кого? Угадайте, кого он играет роль? Правильно, водителя, кого же еще? Также хочется отметить видеоряд, который также подтянулся и стал очень заметно косить под клипы другого музыканта, Льюиса Коула, он же тот самый чувак из группы Nowhere. Ретро-стилистика, манера монтажа и в конце концов звучание. Да, на самом деле ребята и до этого местами палились в своей любви к этому джазмену, но на этом альбоме они решили выложиться по полной, как будто сам Льюис пришел и сделал всю работу за них. Хотя, может, Льюис на самом деле никогда не приходил и был одним из этих двух клонов изначально? Так, стоп, нет, ты выбрал неправильную дверь. Блок шизотерии на 2 этажа ниже. В любом случае, стоит не забывать и про вставки в конце клипов, где ребята также творят всякую дичь. Заказывают еду в Макдональдсе, печатают изображение коня, едят из мусорки, сбивают бабку насмерть. Ну знаете, типичный кланкор, это в их духе. И все это, под на мой взгляд, одной из лучших их композиций, которые я уже упомянул ранее, Infinite Realm of Incomprehensible Suffering. Она такая чиловая, такая ламповая, задает такой блаженный вайб, как будто ты, будучи маленьким ребенком, пришел в магазин игрушек. Даже выключать не хочется, хочется переслушивать эту песню раз за разом. Возвращаясь к музыке, местами альбом немного, честно говоря, проседает ввиду своего смягченного звука, который больше склоняется в сторону электронщины. Хотя это, в принципе, можно списать на субъективщину, как-никак я человек, которому туалет дороже американских бургеров. Но по итогу это очередной пик дуэта, после которого, как обычно, они пропадут на неопределенный срок. И они действительно пропали. Если не считать морзянку в клипе на End, то на этот раз от Кланкор не было слышно абсолютно ничего, что говорило бы о том, что они живы. Этот блок в сценарии между релизами настолько пустой, что максимум, что я могу тут рассказать, только про сторонние находки, где наши клоны хоть как-то упоминаются. Например, про то, что на самом деле у дуэта есть еще две соцсети, Facebook и Twitter, куда ребята дублировали свои клипы с 2018 года. В обоих случаях это довольно тихое место, где из интересного есть только нигде ранее не виданное видео, где чуваки исполняют лайф в темном помещении в своих старых костюмах. И то, что единственный аккаунт, который Кланкор фолловит в Твиттере, это клуб фанатов Брэндона Фрейзера. Так же, как у любого маломальского музыканта, у них есть страничка на Гениусе, где можно почитать их немногочисленные текста и поспекулировать над их значением. А также в описании профилей клонов по отдельности написана лишь одна фраза, гласящая, что один не знает, кто такой Сэм Гендал, а второй понятия не имеет, кто такой Льюис Коул. А также у клоунов есть сайт, который по оформлению выглядит как шляпа из времен, когда интернет и личные блоги только зарождались, намного интереснее. Как минимум тем, что на нем можно найти официальные магазины ребят,
где можно было купить как самый базовый мерч, типа юбок или футболок, так и детский лыжный костюм, флешку полную пердежей, это такое название у релиза, не спрашивайте, и даже оригинальный минивэн, участвовавший в одноименном альбоме. Ну и, конечно же, есть всякие ништяки, типа контейнер с говном, очень стильные полароидные фотки одного из клонов с автографом и просто арахисовый массаж за $5. Очень жалко, но все товары были лимитированы и почти все уже успели раскупить, но будем ждать, когда пополнят запасы юбок и добавят новый смешной мерч. А тем временем, как там поживает YouTube канал? А вот и последний релиз Clowncore на данный момент, вышедший 16 апреля 2021 года, 8-минутная EP, состоящая из 4 треков под названием 1, 2, 3. 4. Тут мало чего можно сказать, кроме того, что помимо публичного релиза, каждый из треков также продали на OpenSea в виде NFT. То есть да, это NFT от Clowncore. По звуку тут на первый план начинает выходить многослойность песен, которые до этого могли похвастаться только единичные треки с предыдущих релизов, а основную мелодию захватывают эпичные синтезаторы, из-за чего тут есть как брутально врывающийся на сцену трек 1, так и духовный наследник Google You're on Deaf и Existence 3. Несмотря на относительно простую структуру, это очередной пик дискографии клоунов. Эти синты, эти аккорды, эти барабаны, здесь все идеально. В конце концов, саксофон тут заиграл как натуральный ангел. Слушая этот трек, ты возвышаешься, преисполняешься энергией этих гениев, созерцаешь истинное искусство, которое заставляет тебя испытывать эмоции в их изначальном виде, которые ты никогда больше не прочувствуешь первый раз. Так что тебе остается только наслаждаться моментом, ведь он у тебя один такой. Момент, когда ты впервые слушаешь Clowncore осознанно. Именно с этим релизом, на мой взгляд, клоуны начинают свою новую эру звука. И на этом данное видео подходит к концу. После этого момента Clowncore ничего не выпускал, но, думаю, очевидно будет сказать, что они еще обязательно вернутся через год или два. А также, пока мне позволяет хронометраж, я хочу на секунду вернуться в самое начало видео, где я сказал, что про этих двух клоунов ничего не известно. На самом деле, я скажу очевидный факт. Люди давно пытаются узнать, кто скрывается под клоунскими масками, и по этому поводу среди ярых фанатов давно гуляет одна очень любопытная теория. А именно, что за маской барабанщика скрывается ранее упомянутый Льюис Коул, а на саксофоне играет и давний приятель Коула, Сэм Гендал. Тоже джазмен, тоже любитель экспериментов, и главное, светившийся в клипе Nowhere на песню Minute. Вот он. Вы можете уже заметить его некоторые сходства с правым клоуном. Жестикуляция, пританцовка, черная ткань, натянутая на раструб саксофона, а клоун-барабанщик играет почти что так же, как и Льюис, повторяя его технику и барабанные партии. А это при том, что Коул тот еще перед которым равных в своей сфере просто нет. Без шуток, я пока искал инфу, я случайно напоролся на статью с какого-то японского форума, где чувак представляет пруфы, что Сэм Гендал серьезно причастен к клоунам. А именно, усталые глаза, выглядывающие из-под маски, злосчастная тряпка на саксофоне, которую кроме Сэма никто не использует, и, самое абсурдно весомое, сходство паттернов шумов у Nowhere и Clowncore. Они же один в один сходятся! Но тут же следует еще одно доказательство, покрывающее все остальные разом. В какой-то момент я случайно наткнулся на блог сестры Льюиса, где она напрямую пишет, что Clowncore это дело рук Льюиса Коула? То есть это все-таки он? Боже, я что, схожу с ума?
Нет, это не может быть правдой. Я не теряю свою последнюю мозговую клетку из какого-то личного блога. Это неправда! Это неправда! Клаукор — это анонимный дурак! Нет! Тихо. Спокойно. Я в порядке. Простите, пацаны, я немножко увлекся. Так вот, на сегодня я рассказал вам все, что можно накопать о Клаукор на данный момент, пускай я и прошелся по их дискографии лишь поверхностно. Последним появлением стал их первый мировой тур, благодаря которому диджей Драйвер смог показать себя на роли реального диджея, но после этого они опять пропали. Учитывая общую картину их творчества, можно предположить, что скоро нас ожидает новый релиз. И под скоро я имею в виду несколько лет. Пусть это будет просто 10 минут белого шума или какой-то очередной артхаусный перформанс, записанный в мусорном ящике, я буду счастлив это увидеть, потому что Клаукор немногие в своем роде. Да, в экспериментальной музыке в принципе принято выделяться исключительной неформальностью и иногда даже аморальным поведением, но для меня клоны возвели это в абсолют. Их умение балансировать между нойзом, толстейшим троллингом, хоррором и музыкальным талантом и поражающим умением написать красивую и притом техничную мелодию порождает то, о чем я только что вам рассказал. О дуэте Клаукор и о его творчестве. Частично цитируя одного комментатора, я скажу, что Клаукор — это как приезжать к дальнему родственнику и веселиться с ним весь день, пока не приходит момент, когда пора расходиться по домам. И каждый альбом клонов представляет из себя один такой день, в конце которого вы крепко обнимаете друг друга перед тем, как увидеться только спустя несколько лет. И на этом мой рассказ о безумных музыкантах заканчивается, а вы, надеюсь, почерпнули из него что-то для себя. Спасибо вам за просмотр. Увидимся.